Oggi. Денис, закончились отборочные игры групповых этапов PGL Major Краков 2017, и команда Natus Vincere со счетом по картам 1-3 покидает этот чемпионат. Твои первые слова болельщикам? Хотелось бы извиниться для настоящих болельщиков, кто действительно искренне переживал за нас и верил, что у нас все получится, но результат оказался ужасным, мягко говоря, и не оправдали ничьи ожидания, ни свои, ни ваши, и тут много ничего не скажешь. Просто ужасно и все. Оверпас считался по праву одной из сильных наших карт. Что пошло не так? Вот 2 игры, 2 поражения, уверенное начало и вот такой результат. Так иногда бывает, когда уделяешь меньше всего внимания карте самой лучшей, которая твоя считается, ты начинаешь затрагивать больше, уделять время другим, которые более проблемные. И тут мы столкнулись, наверное, с этим фактором, когда Оверпасу мы уделяли в последнее время меньше всего внимания, выезжали, так сказать, на старом. А тут нам объяснили, что как по-старому уже не работает, и ужасно сыграли за атаку. Ну, вот, наверное, собственно, и все. Скажи, а что случилось вот во время самой игры? Такое уверенное начало. Вот казалось, что вы не дадите шансов, ни одного шанса, ни G2, ни Immortals. Вот вы как бы посыпались, да? Я просто вот видел игру, когда была атака, это реально было со стороны, ну, смотрелось как матчмейкинг. Да, потому что не было должной коммуникации между нами. Допускались глупые ошибки, лишние движения, которые в итоге приводили к лишним потерям на карте. И когда это происходит, то есть нету синергии, грубо говоря, во время атаки между всеми командами. Все как бы по одному как будто мало общаются. И когда ты в таком состоянии, ты не сможешь выиграть у сильной команды. А почему вот все мало общаются? Нету коммуникации. С чем это связано? Мало времени вы уделяли тренировкам. Может быть, свадьба Ковача повлияла? Вот что не так пошло, как ты считаешь? Тут, я думаю, сыграло все по чуть-чуть свою роль. В большей степени это, наверное, сыграло состояние, которое у нас появилось потом. Мы там просто даже за атаку не сыграли ни разу своего пистолетного раунда, который нашифровали, потому что в один раз Владислав купил армор, второй раз он не разбил стекло на трейне. Ну, это реально смешно, но так оно и есть, что даже не знаю. Ну, готовились мы, конечно, не самым лучшим образом за всех этих раскладов со свадьбой Владислава и с его там проблемами, о которых говорить не хочется, но имеем, что имеем, и не имеем ничего, скажем так сейчас. Не знаю, очень много мыслей в голове, и не всеми могу делиться, поэтому... Скажи, нужны ли изменения команде или стоит что-либо переосмыслить и идти дальше вот по заданному пути? По заданному пути точно уже не стоит идти, потому что заданный путь, он был изначально понятен, что он неправильный. В том плане, что так нельзя тренироваться, готовиться или что-либо делать на таком уровне. Сейчас очень такая конкуренция, когда если ты чуть-чуть дашь слабинку себе где-то, тебя сразу же съедают. Как говорит Женя, у нас вот на итоге нас съели. А изменения, да, я думаю, нужны в любом случае. Правда, какие, непонятно. То есть ты не знаешь, какие изменения сейчас нужны команде? Я знаю, нужны, есть пару мыслей в голове. Но... Поделись с нами, пожалуйста. Но я считаю, что дистанцию в итоге я должным образом не справился с ролью капитанства, и было бы лучше, если бы команды был другой лидер. Но я не вижу ни одного игрока, который мог бы им стать в нашей команде. Соответственно, это должен быть кто-то из тех, кто уже является капитаном. То есть, по сути, в CSGO сейчас все хорошие капитаны – это те люди, которые уже играют в CS просто, не обязательно в Go, там лет 10 уже минимум, там, может, 15. И, грубо говоря, всю свою профессиональную карьеру были этим человеком. И они сейчас являются как раз-таки одними из лучших капитанов. Нету таких людей в CSGO, которые там год появились, он капитан, и он типа там крутой капитан. Нет, все эти люди уже там на протяжении нескольких лет и являются данными людьми и совершенствуют свои качества, и поэтому они выделяются на фоне остальных, и они лучше. Хотел бы ты вернуть Зевса в качестве капитана команды? Провокационный вопрос. Провокационный вопрос, но это вопрос, который задавали нам наши фэны под нашим видео. Да. Ты бы был не против, чтобы Зевс вернулся в качестве капитана? Да.
Ну тогда придется кого-то убрать. Да, Кого убираем? не мне решать. Есть ли вина тренеров, менеджеров и вообще всей организации? Есть вина вот в нашем поражении? Вина есть в каждом, просто она разная, ну, то есть, как бы, есть большая часть, есть какая-то меньшая часть, скажем так. И, конечно же, самая большая часть вина определенно, в первую очередь, в нас, но остальные, так, это не особо важно. То есть, как бы, все равно результат зависит от нас, как мы тренируемся, как мы подходим к играм, что мы делаем для того, чтобы побеждать. А все, кто вокруг нас, они только обеспечивают нас условиями, и, скажем так, условия были хорошие для того, чтобы достичь того, что мы хотели. Ну а какая самая большая проблема вот в этом вот всем? Вот твое личное мнение. Вот какая самая большая проблема? В том, что люди некоторые не живут игрой так, как должны жить, если хотят стать лучшим. И из этого вытекает все остальное, то, что там, не тренируемся должным образом, там, какие-то постоянно были конфликты. Там, команда чуть не разваливалась несколько раз за этот полгода период из-за человеческих качеств некоторых людей, из-за некоторых, просто из-за того, что они врут и рассказывают сказки. Ну, то есть много нюансов, которые действительно не хочется выносить из избы, скажем так, но они имеют место быть, и они в любом случае отложили свой след перед подготовкой к этому мажору. Я уже вижу комментарии под видео, кто же врет и рассказывает сказки. Это будет самый горячий вопрос этого интервью. Ну, пока я ничего не хочу рассказывать. Потом, возможно, когда-то я напишу свою книгу, где расскажу. Да, где я расскажу все, что было. Да не, в определенном случае, ну, в любом случае, как бы там ни было, как бы не сложится наша карьера, там будем мы играть с кем-то вместе, будут какие-то изменения в составе или просто распадется состав. Я прошел с каждым из них, там, с кем-то больше, с кем-то меньше. Путь долгий относительно. Долгий. Ну, если сравнивать вообще, как долго обычно держится CSGO, состав в CSGO, там, с Ваней я играю и с Владиславом 3 года, с Егором 2, по-моему, вот, и с Сашей уже год. Вот, то есть, как бы я могу назвать их, несмотря там, на все ситуации, которые у нас были, там, близкими людьми мне, некоторых друзьями даже, Егора в частности. Сказать им спасибо за все, что было, а дальше уже судьба решит, как должно быть, и в любом случае у всех все будет хорошо дальше. Денис, СНГ комьюнити невероятно большое. Каждый день мы получаем просто тысячи комментариев под видео, в официальных группах ВКонтакте, в Фейсбуке. Они бывают как и хорошие, так и плохие. Некоторые вовсе себе позволяют оскорбления в адрес игроков. Как вообще, ты вот читаешь эти комментарии? Раньше читал, но потом понял, что просто это убиваешь только свои нервы, и я уже не читаю эти комментарии, не смотрю новости, там стараюсь. Иногда бывает, конечно, когда совсем скучно там заходишь, а так на таких турнирах, как мажоре, например, вообще не заходил в соцсети вообще вот от начала турнира до конца. Это даже не фанаты, некоторых даже людьми там нельзя назвать, потому что это все ставочники, школьники, которые вообще не понимают, что происходит, не разбираются в ситуации, просто не хочется, конечно, их оскорблять, но в общем, люди вообще не разбираются в Counter-Strike ни в чем, кроме там каких-то поверхностей, и которые там насмотрелись видосиков, там, я не знаю, Сени, начитались в группе там у Зевса, там еще в каких-то группах, и то есть у них складывается какое-то впечатление, и они начинают бомбить. Вот. Ну, то есть люди не понимают, ничего не знают, как, что в команде происходит и так далее, пишут. Ну, то есть это их личное мнение, и поэтому... Но настоящие фанаты так никогда писать не будут, вот в чем дело. Настоящие фанаты, они как бы до конца с тобой. В сложный период, там, с победы, когда вы проигрываете, неважно, они всегда напишут слова поддержки и будут с тобой до конца. А это не фанаты, это так. Есть просто, которые, когда ты выигрываешь, пишут: о, молодцы, молодцы. Когда вы проигрываете: уроды, где мои скины, какие вы раки, там, ну, это по-доброму еще. Это не фанаты, это так. В
прошлом выпуске вы задавали вопросы, я обещал задать самые горячие вопросы. Надеюсь, вы получили ответы. Но самый горячий вопрос, который я прочитал в комментариях, я обещал, что мы получим на него ответ. Денис, я цитирую. Когда вы кикнете Сизда? Вообще, вот скажи честно, как ты относишься к такому комментарию и как ты справляешься с этим давлением? Вообще, что ты думаешь по этому поводу? Вот прямой вопрос от болельщиков. Тяжело. Я понимаю, что я показываю не самую лучшую игру в последнее время свою, но я знаю, что я могу играть круто, как я играл год назад, без определенных обстоятельств, скажем так, включая капитанство и заканчивая там другими определенными вещами в команде, скажем так, которые были. Вот, просто если команда решит меня убрать, значит, так оно и должно быть, как бы я там не буду отпираться и говорить, что нет, так не должно быть. То есть я соглашусь с любым мнением, то есть, но я знаю внутри себя, что даже если мне придется уйти и я пойду в другую команду, я снова буду играть так, как я играл раньше. И, ну, то есть судьба расставит все на свои места. Огромное спасибо за интервью. Я желаю тебе хорошо отдохнуть, набраться формы, переосмыслить все. И надеюсь, мы увидимся уже в конце августа или осенью. Спасибо. За интервью.